Здравствуйте, невероятные белорусы! Сегодня поговорим о судебном процессе, который в народе называют судилище. Итак, после установления вашей личности в суде уточнят, имеются ли отводы и ходатайства. Для начала отвод – это возможность заменить участника процесса, например, судью, указав основание, что лицо лично заинтересовано в исходе данного дела. После отвода судья будет вынужден удалиться в совещательную комнату. Если ходатайство об отводе судьи удовлетворят, то дело откладывается и будет назначен новый судья. Но, вероятнее всего, судья останется тот же. Поэтому отвод скорее для того, если вы хотите немножко затянуть процесс. Ходатайство, простыми словами, это просьба. Ходатайства могут быть любые, от требования защитника до предложения снять балаклаву со свидетеля. После начала судебного заседания нужно просить обеспечить вас бумагой и ручкой для ведения записи. Стоит записать фамилию судьи и секретаря, а также делать пометки в течение заседания. Потом будет проще о вашем процессе написать в инициативу 2334. Если заседание проводится по скайпу, против этого есть основания возражать и заявить ходатайство о переносе судебного заседания в проведении его в условиях суда. Рассмотрение по электронной связи при несогласии сторон нарушает множество прав. Если вам необходим защитник, можно заявить ходатайство о переносе судебного заседания для заключения договора с адвокатом. Если защитник допущен к участию, но не явился, можно заявить об отложении рассмотрения дела. В этом случае суд обязан рассмотрение отложить, задержанного выпустить, выдав повестку на новый день. Вы можете ходатайствовать о вызове и опросе лиц в качестве свидетеля. Если момент вашего задержания кто-то видел, то этого человека можно вызвать в суд и опросить. Но сейчас это чревато тем, что вашего же свидетеля могут привлечь по той же статье. Если на этапе подготовки дела вас не ознакомили с материалами дела, либо выдали копию незаполненного протокола, вы можете озвучить об этом суду и просить дать вам возможность лично ознакомиться с материалами дела с правом делать выписки из них. Почему важно заявлять ходатайства и отводы? Тогда суд не длится 5 минут и заставляет судей работать. Ваше задержание не окажется бессмысленным и продолжит борьбу с системой. С ходатайствами разобрались. Второй этап – это ваше объяснение. Вы можете отказаться от дачи объяснений на основании статьи 27 Конституции. Но лучше пояснить, потому что это поможет установить обстоятельства дела, противоречия в документах и объяснениях свидетеля. Третий этап – это опрос свидетелей. Вы вправе задавать свидетелю любые вопросы, которые касаются известных ему обстоятельств дела. Если в объяснениях свидетеля были противоречия, обязательно укажите на это. Согласно законодательству, административный арест не может применяться к следующим лицам: беременным, инвалидам первой и второй группы, женщинам и отцам-одиночкам, имеющих несовершеннолетних детей, и лицам, имеющим на иждивении инвалидов первой группы, а также престарелых, достигших 80 лет. Поэтому важно сообщить суду, если вы относитесь к одной из данных категорий граждан. В бесправном государстве особенно важно бороться за свои права. Хочу также отметить, что сейчас проходит много судов, но уже не по административным, а уголовным делам наших активистов. Заседания являются открытыми, поэтому приходите и поддерживайте наших героев, ведь это единственное санкционированное место, где можно выражать свою гражданскую позицию. И еще власть по-прежнему должна понимать, что нас большинство. Живе Беларусь!